Look up from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Lay me down behind the moon, tell me you'll be on real soon. I don't wanna wait no more. Всем привет! Я долго сидела и думала, на какую тему мне еще заснять видео для YouTube, но если честно, я так ничего нового и не придумала, поэтому в этом видео хотела бы вам просто показать, как проходят выходные иностранного студента в Корее. В общем, хотела бы вам напомнить то, что я пишу дипломную работу, поэтому у меня выходные могут быть не суббота, а воскресенье, а какие-нибудь другие дни, то есть я сама определяю свой график. Сегодня, например, среда. И сегодня с подругой мы решили поехать в кафе кошек, довольно знаменитое кафе, особенно в Инстаграме в последнее время, я у многих видела это кафе, и давно хотела туда съездить, поэтому поехали со мной. Покушали, теперь, в общем, идем в это кафе. Именно вот когда мы решили встретиться и погулять, почему-то сильно похолодало, сейчас такой ветер, выпал снег, в общем, очень прохладно. Кафе, конечно, очень далеко находится. Тут какие-то вон пустыри. Я надеюсь, это кафе того стоит. Ура! Вот мы подошли. Я уже вижу там четвероногих друзей. Нужно сразу пройти на кассу. Нам раздали вот такие вот инструкции о том, что можно делать, что нельзя. О, как их много тут! В общем, поговорила с работниками, мне разрешили официально тут снимать. Вы приходите в это кафе, вы платите 12 тысяч за вход, и в эту цену входит еще один напиток, то есть это кофе, соки и так далее. Но из-за короны в последнее время тут нельзя пить, сказали обязательно всегда носить маску, и при выходе сказали, что нам выдадут по одному напитку из-за этого. Кафе, конечно, очень красивое. Оно очень большое, поэтому, наверное, так далеко находится. Двери открыты для вентиляции. Мадина говорит, тут никто кус-кус не понимает. Говорит, они все корейские кошки. Говорит. Аньян. Надо по-корейски с ними, да? Ух ты, красиво очень. Жалко, что сегодня холодно. И снег, да. Ой, как холодно. Ой, холодно ему. Короче, кафе очень большое, но нам стало ужасно холодно, поэтому мы заходим обратно внутрь. Кстати, обычно в этом кафе действуют ограничения. То есть на выходные дни можно вот заплатить 12 тысяч, оставаться в кафе только 2 часа. Но в будни такого ограничения нету, поэтому советую вам приходить именно в будни. Бедненький хочет выйти, его не выпускают. Это, кажется, комната лечения, что ли. Их самих нельзя брать и поднимать, и к себе тащить. Такие правила вот кафе. Нужно вот так вот сидеть и ждать, пока кошка сама подойдет и будет ласкаться. Он наш потенциальный кандидат. Тихий час. Да, совет. Нужно приходить сюда, когда тепло. Весна. Когда весна, да. Весна-лето. Такие дни особо тут, походу, не погуляешь. Кошки тоже замерзли, все внутри сидят. Тут, в общем, еще продаются всякие гудсы, календари с изображениями котят, которые вот здесь находятся. Тут у некоторых кошек есть вот такие вот повязки. То есть таких кошек трогать нельзя. Они либо болеют, либо они царапаются. В общем, недружелюбные.
в какой-то красивой жилетке. Модник. Модник? Это работник кафе. 아무것도 안 했잖아. Почему-то все ко мне идет из-за моего свитера мягкого. Он хочет этот свитер потискать, а я его наоборот отправляю к Мадине. Которая готова. Да, которая готова, но он к ней не идет. Ну, он мне делает массаж наконец-то. Тут долгожданный массаж, о котором мечтала Мадина. Да, плати. Не зря 12 тысяч заплатили. Массаж. Еще один на меня сел красавчик. Что он так дрожит, мне холодно. Поэтому я вот укрыла прям одеяльцем. Мадина все-таки не сдается и пошла опять к этой кошке. Завлекает ее. Да? Спать теперь будешь? Ребят, кто знает, что это за порода? Мадина прям не может от нее отвлечься, от этой кошки. Он такая мягкая. Чуть не цапнула. Нельзя трогать Белли, да, сказали? Да, Белли нельзя трогать. Он знает, наверное. Нет, он просто спать хочет. Вставать не собираешься? Собирается. Давайте пойдем. What do I have to say to Сейчас, в общем, опять встретилась с подругами. Сегодня немного погуляем, опять зайдем в Щектанку покушаем, потом в кофейне поболтаем. В общем, вот так вот. Очередной выходной день. marry one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking, what if it's you and me? At the end, maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Сейчас по традиции идем в кофейню. Кстати, хотела отметить, наверное, вы только что увидели, как в раменной нужно писать свое имя, то есть свои контактные данные оставлять. Это делается для того, что если в этой щектанке обнаружить зараженного, чтобы с вами могли связаться и как бы остановить дальнейшее распространение вируса. Но на самом деле в последнее время много используются QR-коды. Такой QR-код обычно в Какаотоке находится. Какаоток — это мессенджер, то есть такой же, как, например, WhatsApp. Какаоток тут используют абсолютно все, поэтому обычно отмечаются через него. Can't wait to love you. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversations. Hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. То есть это один таблет плюс профессор. У меня тоже так было, что Can't relate. У меня все плохо. Короче, послушала все свои эти писюшки.
Знаете, что, типа, там смотри, Квиан Суэтик, я все послушала до своего и Чонгона. Look up from your telescope, take me on this journey home. I don't wanna wait no more. Да, зачем мне это? Lay me down behind the moon, tell me you'll be home real soon. I don't wanna wait no Сейчас мы едем домой к моей подруге, как-то все спонтанно решили. Сейчас поедем к ней, у нее посидим, поболтаем. Корейском сейчас. Да. Я капец их люблю. As long as I'm safely in your arms, and it don't really matter where we stay. 'Cause space makes me sad. 'Cause